Мы живем в довольно теплых отношениях, но умалчиваем одну большую тему. Самое логичное для меня — это врать. Бывало всякое. И запихивали в машины, избивали, отбирали деньги. Мне кажется, любая мама чувствует. Мне реально страшно. Часто этот вопрос задают мне другие родственники из разряда отец, из разряда дядя, тетя, брат родной, который тоже живет в Москве. Они это спрашивают, они эту тему поднимают, как там на личном фронте, собираюсь ли я заводить семью, заводить детей. Самое выгодное для меня положение — это просто уходить от темы разговора. Отвечать что-то в духе, что сейчас мне на первом месте стоит работа, саморазвитие, путешествие, что семью пока заводить не хочу. То есть, грубо говоря, самое логичное для меня — это врать. Был такой период в моей жизни, когда я жил в Сочи, в олимпийской столице нашей. У меня завязались там первые крупные отношения, и я подумал, что, наверное, я хочу, чтобы мама о них узнала. С отцом у меня, в принципе, отношения складывались с самого детства, не очень гладкие. А с матерью, наоборот, были очень теплые в какой-то определенный момент, и я не хотел их портить, хотел быть до конца с ней честной. Но я прекрасно осознавал, что, наверное, она догадывается. Но она по-любому догадывается. Мне кажется, любая мама чувствует. Сердце матери его не обманешь, оно все чувствует, оно все понимает, но какие-то установки, какие-то стандарты, в которых мы живем, они не позволяют, естественно, об этом говорить. Поэтому, да, я хотел маме рассказать, но понимаю, что, наверное, для любого родителя, который к этому не готов, самый лучший исход — делать вид, что ничего не происходит. И я решил продолжать играть по этим правилам. Я в большинстве случаев уверен, что если она спросит, я отвечу честно. Но она не спросит. Проблема только в этом, а я не рассказываю. То есть мы живем в довольно теплых отношениях, но умалчиваем одну большую тему. Там семья, дети, именно в этой стране и так далее. Мы про это не разговариваем никогда. Я родился и вырос в Екатеринбурге. Это столица Урала, но город третий по размеру, очень крупный культурный промышленный центр России, но город маленький. Город-миллионник, буквально 1,5 миллиона, все друг друга знают, один хрен. Конечно, я там тусовался и в клубах, и общался с друзьями, и знакомился в социальных сетях. Это все тоже происходило в Екатеринбурге, но это все иногда заканчивалось плохо. Бывали ситуации, что выжидали у клубов, избивали у клубов, выкрикивали что-то, не давали в такси пройти. Однажды я тусовался в клубе с друзьями, и в это время клуб находился в подвальном помещении. В это время клуб обстреливали, обкидывали бутылками. Ребят на улице, которые выходили курить, избивали. А я просто не узнал об этом с утра из сводки новостей. Бывало всякое. Бывало и со мной, бывало и с моими друзьями. И запихивали в машины, избивали, отбирали деньги. Все, что только можно представить плохое, все это было. Девочек, мальчиков, без разницы. И меня угнетала вот эта вот обстановка напряженная, где на тебя косо смотрят элементарно из одного проколотого уха, где на тебя косо смотрят из-за какой-то розовой кофты, из-за узких джинс, из-за волос на голове чуть длиннее, чем следует. И это все вызывает у всех какой-то дикий шок, какое-то непринятие. Потом какой-то период своей жизни, около года, я прожил в Сочи, где ситуация никуда не лучше. Сочи — это большая армянская деревня, как ни крути, где у единственного клуба тебя поджидает куча дагестанцев или абхазов, и ты переживаешь за жизнь себя, своих друзей и вообще всех окружающих. И в конце концов я пришел к тому, что я переехал в Москву. Это все довольно спонтанно, наверное, на самом деле получилось. Мне просто предложили работу, я собрался за 3 дня и улетел. И здесь, конечно, мне стало покомфортнее. Здесь никто никого не поджидает у клубов. Здесь, в принципе, спокойно можно с кем-то общаться в социальных сетях и не беспокоиться, что тебя просто хотят выловить. Потому что такое тоже практиковалось. Здесь
людям, по большому счету, все равно какой-то ориентации, главное, чтобы ты их не трогал. Здесь я смог полноценно быть собой, особо себя не скрывать, особо себя не прятать. Естественно, на каждом углу я тоже об этом не кричал. У меня впервые там за много лет сложились теплые отношения с матерью. Мы с ней созваниваемся и списываемся, и она прилетала в гости не так давно. Было довольно странно, потому что видеть маму в этом мире, в котором ты вроде как совершенно другой человек. Конечно, ее смущал мой гардероб. То есть это могли быть и узкие джинсы, и огромные такие кроссовки, и у меня такой удлиненная вся одежда, висячая, оверсайз, либо наоборот что-то приталенное. Ей это никогда не нравилось вообще. Каждый раз, когда мы шли с ней гулять, с ней, с братом, с моей невесткой, то я, как это правильно выразить-то? Я старался контролировать свою речь, вот так, наверное. Стараюсь как-то более брутально и мужественно говорить при ней, как бы это глупо ни звучало. Не ношу челку, укладываю волосы назад, то есть стараюсь как-то максимально сделать свой образ мальчишеским каким-то. Если бы она заметила какой-то мой профиль в социальных сетях, я не думаю, что она бы что-то заподозрила, потому что там открытых постов никаких нету. Но если бы она появилась в Инстаграме, я бы, наверное, ее заблокировал. Если довольно коротко о моей маме, это выросшая в деревне мусульманская женщина очень строгих правил. Брак, он у родителей был не самый простой, много всего было, и это выработало в ней недоверие к людям и довольно такой строгий, жесткий характер. И если бы она узнала, если бы она спросила, я ответил, наверное, какое-то надо было бы дать ей время. Потому что на самом деле это тяжело. У меня куча историй из друзей и знакомых, с кем родители переставали общаться, не общались годами. Я бы не хотел эту историю повторять. Именно поэтому я и не говорю. Потому что мне реально страшно. И мне страшно представить, если она узнает. Мне страшно представить, если я все-таки в каком-то порыве ей расскажу эмоциональном. Мне страшно представить, если ей кто-то расскажет. И самое страшное, наверное, если она узнает со стороны. И я не могу представить, что будет, честно. Я не могу ответить на этот вопрос прям радикально честно. Потому что мне прямо сложно представить. Это будет прям переворот Земли, переворот всей моей вселенной. И такие непредсказуемые события, от тех же самых отказов от меня как от сына, до все-таки благоприятных вариантов, что, ладно, я тебя люблю, и все равно, но просто мы про это не будем говорить, например. Раньше я вообще скептически относился ко всем видам свадьбам, и гетеросексуальным, и гомосексуальным. Я считал, что это какая-то дань обществу, но с возрастом все-таки пришло осознание, что это очень важный юридический вопрос, что в перспективе, случись что, твой любимый человек не получит ничего. Ты был ему никто, и звать тебя никак. И если у тебя еще с родными не какие-то самые хорошие отношения, то тебя даже не подпустят. Наверное, если бы у меня был человек, с которым я был бы уверен на 100%, и который бы поддерживал меня во всем, чего пока не было, то, наверное, да. Наверное, я бы тогда совершил этот выход из шкафа, как говорится, и пригласил ее. Но потому что мне бы хотелось просто такое очень важное для меня событие разделить с важным для меня человеком. Но слишком велика вероятность, что, наверное, она бы не прилетела. Она бы порадовалась, но не прилетела.